Всем привет, дорогие друзья! И вдогонку к прошлому видео про умные розетки со сменными панелями, речь сегодня пойдет про умный диммер в экосистему умного дома TUYA. Диммер, или от английского слова dim, затемнять, устройство для ограничения яркости различного светового оборудования. Производитель у нас компания BitGo, которая давно известна своими товарами для умного дома. Диммер позволит нам не только включать или включать свет, но также регулировать его яркость. Причем делать это можно будет не только с кнопки на панели диммера, а с мобильного телефона, а также используя в различных автоматизациях вашего умного дома. Начнем с характеристик устройства. Максимальная нагрузка до 1 кВт, протокол работы с ZigBee, но можно выбрать продавца и Wi-Fi версии. Работа в диапазоне от 90 до 250 вольт, мощность задания менее 0,5 Вт. Поставляется в небольших картонных коробочках. В одной из них находится внешняя панель с выбранным вами материалом покрытия и цветом, а другой сам диммер. Диммер бывает как с Wi-Fi протоколом работы, так и с ZigBee. Я выбрал именно ZigBee вариант, так как считаю более оптимальным для построения умного дома. Внутри у нас находится сам модуль умного диммера, инструкция и 2 шурупа для крепления. В инструкции детально показывается схема подключения, как монтировать диммер и, соответственно, как настроить приложение TUYA Smart или Smart Life. Сам диммер был запаян в транспортировочную пленку, на передней части 3 сенсорные кнопки управления с подсветкой. В задней части наклейка с характеристиками работами и указанием, куда какой провод подключать. На нижнем торце 3 клеммника подключения питания и вывода на лампу. Этот диммер требует наличия нулевой линии. Размеры составляют 86 на 86 и глубина 35 мм. Панель запакована отдельно в небольшой картонной коробке. На одной из граней модель панельки нашей и цвет ее. Я выбрал белую панель. И в отличие от панели для розетки или выключателя, то у продавца намного меньше вариантов цветовых решений. На выбор пока предлагается белая, серая, черная и золотая, соответственно, панели. Верхняя часть закрыта была транспортировочной пленкой. Под ней довольно толстая, не знаю, акриловая или стеклянная поверхность. 3 сенсорные кнопки, отвечающие за увеличение и уменьшение яркости. По центру кнопка включения и выключения светильника. Монтаж достаточно простой. Обесточиваем линию, с которой будем работать. Вытаскиваем наш старый выключатель, откручиваем от него все провода. Подключаем 0 и фазу на диммер. А провод, идущий к лампе, на контакт L1 нашего диммера. Защелкиваем диммер в железную рамку. За счет 4 язычков модуль будет довольно крепко в ней держаться. И провалиться внутрь даже при сильном надавливании дадут 4 выступа в пластиковой части диммера. Далее прячем подключенный модуль диммера в подрозетник. В круглый и небольшой диммер помещается отлично. Шурупами из комплекта прикручиваем металлическую рамку к подрозетнику. Обязательно проверяем, точно ли мы спозиционировали наш диммер, чтобы не перепутать кнопки увеличения и уменьшения яркости. Если все, то с силой защелкиваем переднюю панель. Как видите, все достаточно просто, но в то же время надежно зафиксировано в розетке. Подсветка кнопок присутствует, но она очень ненавязчива. В выключенном состоянии буквально чуть-чуть заметна. Но при включенном освещении яркость сенсорной кнопки от центрального выключателя немного возрастает. Включим вместе с лампой тестер. Как видим, в выключенном состоянии лампа приходит где-то 1,7-1,9 вольт. Если включаем, то сразу получаем 221 вольт. Это сейчас мое напряжение в сети. При постепенном понижении происходит уменьшение напряжения. И чем дольше мы удерживаем кнопку, тем быстрее оно падает. При одиночном касании это где-то 3-5 вольт. Минимальное напряжение у меня получилось около 27 вольт. Выбранную яркость диммер запомнит. И если его выключить кнопкой или с мобильного приложения, то следующее включение будет именно на выбранной вами яркости, что несомненно плюс устройству. Для обычных LED-ламп не подойдет, так как в основном LED-лампа рассчитана на напряжение от 90 до 250 вольт. И диммер будет ее просто выключать. Надо выбирать или диммируемые лампы, или подключать какой-то диммируемый LED-светильник. Надо приобретать именно диммируемые LED-лампы. Они хоть и немного дороже, но довольно корректно работают.
Мы им легко управлять как с помощью кнопки, так и с помощью мобильного телефона. И даже если выключить Wi-Fi, использовать мобильный интернет, скорость отклика достаточно высока. Так как у меня версия работает с протоколом ZigBee, то для работы будет необходим ZigBee шлюз, ссылку на который вы найдете в описании под видео. Если вы выберете версию с Wi-Fi, ничего кроме домашнего Wi-Fi роутера вам не понадобится. Переводим диммер в режим сопряжения. Для этого держим кнопку включения и выключения более 5 секунд, пока светодиод не начнет моргать красным цветом. Открываем приложение TUYA Smart или Smart Life. Жмем плюсик в верхнем правом углу «Добавить устройство». Выбираем любую розетку ZigBee или Wi-Fi в зависимости от вашего протокола подключения. Убеждаемся, что быстро мигает. И спустя некоторое время устройство будет успешно добавлено. При желании можно его переименовать. Из главного экрана мы можем управлять включением или выключением. Также видеть текущую яркость в процентах и время сработки таймера. Перейдя внутрь приложения, мы видим текущий статус светильника, включено или выключено, а также текущий процент яркости. Включать или выключать свет надо по нажатию кнопочки Power в нижней части экрана. Хотя было бы логичным сделать включение и выключение по нажатию на саму лампочку. Но, возможно, это исправят в ближайших обновлениях плагина. Перейдя в настройки устройства, можем поставить MAC и виртуальный ID номер. Устройства также связаны с этим устройством сценарий и автоматизация. В поддержку оборудования видим работу не только с Alexa и Google Assistant, но поддержкой сервисов Яндекса. Значит, с Алисой будет работать без проблем. Можно создать отдельную группу из нескольких диммеров и управлять ими как одним устройством, как в автоматизации, так и отдельной сущностью. Прошивка на момент создания обзора была 1.0.0, модуль микроконтроллера 4.0. В самих настройках диммера есть довольно полезная опция. Это возможность только минимального и максимальное значение для диммирования. Это будет удобно, если вы не хотите приглушать или делать ярким свет на все 100%. Можно выбрать от 0 до 70% яркости. Также, например, от 50 до 100. Или выбрать центральное значение 30-70. В настройках таймера можно выставить таймер обратного отсчета на изменение положения светильника. Если был включен, выключится и наоборот. После установки в нижней части будет остаток времени до изменения состояния. Также информация будет в главном меню программы. Попробую создать сценарий на приглушенное включение света в 7 утра. Так как бы имитируя солнце. Выбираем таймер и выставляем его на 7 утра. Повторяем с понедельника по пятницу. И теперь добавляем задачу запустить устройство, где мы выбираем наш диммер. В автоматизации мы можем добавлять не только включение-выключение, а также реверсивная смена статуса. Но также установить заданную яркость от 1 до 100%. Но кроме этого мы можем повышать или понижать яркость определенными шагами. В 1, 10 или в 20% от текущей яркости. Что будет достаточно удобно, если вы хотите сделать полноценное увеличение или уменьшение яркости на протяжении, допустим, 10 минут, когда светильник плавно зажжется или потухнет. Также можно высказать минимальную и максимальную яркость, задать таймер обратного отсчета и выключить подсветку кнопок. Вот тут интересная автоматизация. Как в настройках самого плагина этой функции я нашел. Так что если будет мешать подсветка кнопок, один раз создаем автоматизацию по ближайшему времени на выключение подсветки, и все будет ок. Я выберу первым делом таки включить светильник. А далее вторым действием выставить яркость 50%. Получилась вот такая вот автоматизация. Для интеграции в Home Assist воспользуемся простой интеграцией TUYA. Перезапускаем нашу интеграцию для добавления новых устройств. И вот у нас появился наш диммер, ZigBee Dimmer Switch 2. Именно так мы его назвали при добавлении на сервер TUYA. Перейдя внутрь устройства, нам доступно управление включением и выключением. А из настроек максимальная и минимальная яркость. Добавляем все на панель Lovelace.
Карточку объекта можно изменить на другую с поддержкой диммера. Также добавляем настройки максимальной и минимальной яркости. Теперь при нажатии на лампочку можно включать и выключать освещение, а перетянув ползунок, выставлять нужный уровень освещения. Цвет самой лампы будет изменять цвет от ярко-желтого до темно-желтого. ZigBee TUIM QTT. Версия на момент написания обзора 1.22.2.1. Переводим устройство в режим сопряжения и разрешаем подключение к нашему стику. Через несколько секунд устройство будет найдено, но, к сожалению, на момент выпуска обзора устройство еще не поддерживается, хоть и опознается. Довольно неплохой вариант для управления освещением. Особенно это касается спальни и детской комнаты, когда не всегда нужно включать освещение на все 100%, а ночью так вообще достаточно перевода освещения в режим ночника. Также в совокупности с датчиком движения мы можем превратить любой практически светильник с поддержкой диммирования в ночник. Выставим его в 10% от его номинальной яркости и включать его на 1-2 минуты, когда человек идет на кухню за пирожками или выпить воды. Благодаря хоть не такому огромному выбору материалу накладок, как с розеткой или выключателем, но все равно можно вписать практически в любой дизайн. Нулевая линия необходима, тут уже никуда не деться. Поэтому удобно устанавливать диммер рядом с обычной розеткой. Покупки могу рекомендовать. Также не забывайте вы подписываться на канал, ставить лайки, для меня это очень важно. А также не забывайте про социальные сети и телеграм-канал, где вы найдете не только актуальные скидки, акции, товары из умного и не очень дома, ну а также простое общение. Ну всем всего хорошего, пока-пока.